Привет, YouTube! На сегодняшнем уже 10-м уроке мы с вами заканчиваем первый блок этого курса «Тестировщик с нуля», который был посвящен основным теоретическим моментам, связанным с погружением в профессию тестировщика. На данном занятии мы поговорим с вами о таком тестовом артефакте, как отчет о дефекте, или, как его еще называют, Bug Report. Именно создавать и реагировать на фикс исправления данного тестового артефакта вы будете чаще всего в своей работе. Также мы с вами рассмотрим, как на практике заводить дефект в такой популярной баг-трекинговой системе, как Jira. И в конце данного занятия поговорим о жизненном цикле дефекта. Что же такое дефект, либо же баг? Это несоответствие фактического результата выполнения программы ожидаемому результату. Дефекты обнаруживаются на этапе тестирования ПО, когда мы с вами, тестировщики, проводим сравнение полученных результатов работы программы, либо же ее компонента или дизайна с некоторым ожидаемым результатом, описанным, например, в спецификации либо требованиях. Как только мы обнаруживаем баг, мы должны его задокументировать. Именно документ, который позволяет нам это сделать, это Bug Report. То есть этот документ содержит полное описание нашего бага и включает информацию как о самом баге, более подробно об этом мы поговорим чуть дальше, так и о условиях возникновения данного бага. Во-первых, это короткое описание нашей проблемы. Если мы говорим о такой баг-трекинговой системе, как Jira, то обычно в описании также прописывают steps to reproduce, то есть шаги воспроизведения данного бага, которые приведут к тому, что человек, который прочитает данный отчет, пройдет по всем этим шагам и увидит наш результат, фактически, который получился после того, когда он выполнит все шаги. Об этом мы поговорим с вами более подробнее, когда перейдем непосредственно в саму Jira. Также есть такой атрибут, как проект, то есть это название нашего проекта. Например, если мы работаем над приложением, которое называется, к примеру, интернет-магазин, тогда здесь в этом поле указывается название этого проекта, для того, чтобы в дальнейшем мы могли спокойно проследить, к какому проекту относится наш баг-репорт. Также может быть такой атрибут, как компонент, в котором непосредственно был обнаружен данный дефект. Также может быть версия нашего билда, то есть версия той сборки, на которой был обнаружен дефект, и он воспроизводится. Также есть такое поле, как серьезность. На английском оно называется severity. То есть, по сути, это критичность нашего бага, то есть степень влияния данного бага на наше приложение. В баг-трекинговой системе severity обычно обозначает тестировщик. Ну и, в принципе, на самом проекте обычно это делает этот человек. Также есть такой атрибут, как приоритет, либо на английском это priority. Priority обозначает очередь исправления данного бага. Обычно ее выставляет PM, то есть Product Manager, и он решает, какой баг будет фикситься первее. Опять же, более подробно о серьезности и приоритете, то есть о severity priority, мы поговорим с вами чуть дальше. Я расскажу вам, какие есть оценки данных атрибутов. Также есть такой атрибут, как статус, то есть это статус нашего бага в его жизненном цикле. Как я уже сказал, жизненный цикл мы разберем в заключительной части нашего урока. Также может быть поле автор, то есть это тот человек, который нашел наш дефект. Это может быть как тестировщик, чаще всего именно им и является он, но также это может быть другой участник проекта либо команды, который обнаружил какой-либо баг в системе. И есть такое поле, как назначение, либо на английском это будет assigned to. И давайте теперь более подробно поговорим о таких атрибутах, как severity и priority. Как я уже сказал, дефекты могут классифицироваться с точки зрения severity и priority по-разному. Давайте поговорим о такой классификации. На разных проектах, в разных компаниях классификация severity и priority может отличаться между собой. Однако я приведу вам самую распространенную, которая в дальнейшем сможет помочь вам соотнести те степени влияния, которые есть у вас, к примеру, на проекте, с тем, что буду рассказывать вам я. Во-первых, это блокер.
То есть это такой тип ошибки, которая приводит нашу программу в нерабочее состояние. Если мы обнаруживаем такой дефект, то дальнейшая работа с программой или ее функциями попросту невозможна. Следующий тип — это critical. Критические дефекты приводят наш ключевой функционал в нерабочее состояние. Также это может быть существенное отклонение от бизнес-логики нашего приложения, либо же какая-то неправильная реализация требуемых функций, возможно, потеря пользовательских данных. В отличие от блокера, наше приложение не приходит в абсолютно нерабочее состояние, и, в принципе, другие функции могут работать нормально. Поэтому есть такая градация, как critical. Следующие типы — это major и minor, либо их еще могут называть мажорные и минорные баги. Давайте поговорим более подробнее о них. Major — это какие-то серьезные ошибки, которые свидетельствуют об отклонении от бизнес-логики или нарушающие работу программы. Но в то же время они не имеют критическое воздействие на наше приложение. Возможно, есть некоторый обходной путь, либо его еще могут называть workaround, когда мы можем, в принципе, задействовать эту функцию, и она будет работать каким-то другим способом. Но все-таки, опять же, говоря о степени влияния, о ее серьезности для нашего продукта, она достаточно велика. Следующий пункт — это minor, либо минорный баг. Это какой-то незначительный дефект, не нарушающий функционал нашего приложения, но который является несоответствием ожидаемого результата. Например, это может быть ошибка нашего дизайна. И последний — это trivial, какие-то тривиальные баги. По самому названию, я думаю, вам уже понятно, что это баг, который не имеет влияния на функционал или работу нашей программы, но который может быть обнаружен визуально. Например, это может быть какая-то опечатка в тексте. То есть она не является какой-то серьезной ошибкой, но все-таки есть отклонение ожидаемого и фактического результата. Опять же, говоря о различных бэктрекинговых системах и принятии решения на проекте о том, какие атрибуты должны характеризовать серьезность, например, может не быть такого класса, как блокеры, либо же могут отсутствовать тривиальные ошибки. Возможно, может быть только critical, major и minor. Опять же, обычно на проектах существует документация по процессу, которая описывает, какие баги должны относиться к каждому из этих классов. Если же такой информации на проекте у вас нет, то основную информацию по теории, связанной именно с такой классификацией, я вам дал в рамках данного урока. Давайте теперь перейдем к такому атрибуту, как priority, либо приоритет. Как я уже сказал, это некая приоритизация исправления наших дефектов, то есть порядок исправления на проекте. И обычно priority выставляет PM на проекте. Но если PM нет, это вполне может быть либо же лид-тестировщиков, либо же сам тестировщик, который работает с этим багом, возможно, даже аналитики, которые знают, как должна ваша работать система и какие функциональности в данный момент критичны для нашего пользователя и которые нужно в обязательном порядке доставить заказчику в первую очередь. Тогда это может выставлять и аналитик. Говоря о классификации дефектов именно с точки зрения priority, существует три самые распространенные. Это high, medium и low. По названию вам уже стало более или менее понятно, какие дефекты будут исправляться в первую очередь. Конечно же, это high. То есть этот баг должен быть исправлен как можно быстрее, так как он критически влияет на работоспособность нашей программы. Если мы говорим о medium, то этот дефект также должен быть обязательно исправлен, но он не оказывает какое-то критическое воздействие на работу приложения. Если мы говорим о low дефектах, то ошибка также должна быть исправлена, но она не имеет критического влияния на программу, и устранение может быть отложено на какой-то более длительный срок, в зависимости от наличия других более приоритетных дефектов. Например, если у нас есть medium либо high, то в первую очередь мы, конечно же, будем фиксить баги в приоритете high, а затем баги в приоритете medium. Low мы будем тестировать в самом конце.
Говоря о том, совпадает ли между собой severity и priority, то есть, например, если тестировщик решает, что данная функциональность для нашего приложения очень критичная и выставляет severity, к примеру, critical либо блокер, но в то же время PM понимает, что это можно отложить на более длительный срок, и на самом деле это не так критично для нашего приложения, то он может выставлять другой приоритет. К примеру, medium вместо high. Часто на собеседованиях просят привести пример багов с высокой severity и низкой priority, например. Если мы говорим о таких багах, то, например, если у нас есть какая-то функциональность, которая достаточно редка в использовании у нашего пользователя, то если мы понимаем, что она не работает, мы можем поставить severity, к примеру, блокер, либо critical. Но в то же время наш PM понимает, что данная функциональность не пользуется большим спросом, либо же она не является критичной для работы нашей системы, и мы можем обойтись на данный момент без нее. Тогда он решает, что приоритет будет низкий. Это самый распространенный пример, когда у нас высокая severity и низкая priority. Если мы же говорим о другой стороне медали, когда у нас высокая priority и низкая severity, к примеру, тоже часто приводят сайт Google, его главной страницы, когда вы ее открываете, и вы видите опечатку. К примеру, написано Google не с двумя буквами O, а с одной. Этот бренд достаточно узнаваемый, и такие опечатки могут очень сильно повлиять на репутацию данного бренда. Но в то же время серьезность этой ошибки минимальна, то есть это какая-то опечатка, она тривиальная ошибка. Но priority, так как это влияет на репутацию, будет здесь высокой. Это также может быть отличным примером для собеседования. Более подробно вы можете поискать в интернете ответ на данный вопрос с примерами. И я думаю, что если вы приведете хотя бы 2-3 примера на данный вопрос, то это значительно поднимет ваш шанс успешно пройти собеседование. Стоит отметить, что в некоторых системах, например, priority может быть заменено вместо high, medium, low на цифры 1, 2, 3, 4. Здесь логика такая же, то есть если у нас цифра 1, то этот дефект мы будем фиксить в первую очередь, если цифра 4, то в самую последнюю. Опять же, это может относиться и к severity. Там тоже могут быть цифры, и они точно так же говорят о том, какая серьезность, какая критичность нашего дефекта для работы нашей системы. Давайте теперь вернемся к атрибутам, которые еще могут быть в нашем баг-репорте. Всегда необходимо указывать окружение, на котором был обнаружен данный дефект, либо на английском это будет environment. Говоря об окружении, мы имеем в виду, к примеру, операционную систему, разрядность этой системы, возможно, сервис-пак, браузер, в котором был обнаружен данный дефект, опять же, его версия. То есть мы подробно здесь расписываем, в каком именно окружении был обнаружен наш дефект. Также в environment может быть прописано, к примеру, если у нас на проекте есть несколько окружений, например, есть окружение для разработчиков, есть окружение стабильной версии, либо его еще называют stage, и есть окружение продакшна, когда уже в нем работает наш конечный пользователь. Давайте с вами пометим эти 3 вида окружений, я расскажу вам тоже немножко более подробнее о них. То есть, смотрите, как я уже сказал, на каждом из этих окружений работает определенный круг лиц. Обычно на dev-окружении работают разработчики, то есть они туда заливают какие-то фичи, возможно, также подключаются тестировщики к тестированию каких-то отдельных фич на dev-окружении, и также могут заводить дефекты. И если мы обнаруживаем такие дефекты на этом окружении, мы прописываем в этом поле dev. Второй вид окружения — это stage. На стейдже у нас обычно попадает уже какая-то стабильная версия нашего приложения. На нем чаще всего работают тестировщики. И именно на стейдже доводят это приложение до некого предрелизного состояния. И если там не остается дефектов, то такое приложение с этого environment обычно переводится на стадию prod. И уже на проде у нас
работают наши конечные пользователи. Опять же, на многих курсах не говорят об этих 3 окружениях, и часто у начинающих тестировщиков возникает некоторый вопрос на первых митингах, на которые они приходят, что это вообще такое. Думаю, что после вот такого некого краткого экскурса в эти окружения вам будет немножко понятнее, и вы не будете смотреть с большими глазами на наличие нескольких окружений в вашей будущей компании, на которой вы будете работать. Возвращаясь к описанию по полю description, как я уже сказал, здесь могут быть прописаны шаги воспроизведения, и чаще всего они действительно там прописываются, если нет отдельного поля. Например, в той бэктрекинговой системе, с которой я работаю на своей работе, она называется Azure DevOps, есть отдельное поле для Steps to Reproduce. Давайте я тут помечу краткое название. То есть вы можете найти такую аббревиатуру STR. Это значит Steps to Reproduce. Также прописывается наш фактический результат. На английском это будет Actual Result. Опять же, можно пропускать слово Actual и писать просто Result, потому что следующий атрибут, который мы прописываем, это ожидаемый результат, либо на английском это Expected Result. И если вы, в принципе, пишете Expected Result, то логично предположить, что первый результат, который вы записали, будет Actual. Так что слово Actual можно опускать при оформлении нашего баг-репорта. То есть, еще раз повторюсь, фактический результат — это результат, к которому мы приходим, выполнив все шаги по воспроизведению, а Expected Result, ожидаемый результат, это результат, который должен быть в соответствии с нашими требованиями. То, что мы действительно должны получить. Да, также стоит отметить, что в ожидаемом результате необходимо писать, согласно чему вы пришли к такому выводу, что именно такой результат должен быть по совершению шагов воспроизведения. Это может быть ссылка на какое-то требование, либо же ссылка на макап, дизайн нашей страницы, например, в интернете. То есть обязательно необходимо ссылаться на что-то. Просто говорить о том, что такой результат должен быть без подкрепления какой-то доказательной базы, не стоит. И, наверное, последнее из основного — это прикрепленные файлы, какие-то атачи. Обычно здесь может быть фото, скриншот вашего экрана, где будет наглядно видно, где воспроизводится ваш дефект. Либо же это может быть видео по тем шагам, которые вы выполняете для воспроизведения вашего дефекта. Обязательно, если мы говорим о скриншоте, необходимо указывать какими-то элементами, пусть будет, к примеру, красные рамки, стрелки, какая-то надпись, которая будет характеризовать, что вот именно в этом месте происходит дефект, чтобы разработчик, только взглянув на данный скриншот, мог сразу понять, что действительно происходит по результатам шагов воспроизведения. Так как чаще всего разработчик может даже не читать ваши шаги воспроизведения, он знает, как работает система, и взглянув только на скриншот, он может по-быстрому пофиксить обнаруженный баг. Особенно если мы говорим о каких-то UI-ных багах, связанных с дизайном, с какими-то опечатками. То есть здесь мы это обязательно все должны как-то обозначать на нашем скрине. Если мы говорим о видео, обязательно наблюдайте за тем, чтобы у вас был отключен звук, который бы записывал, к примеру, окружение в вашем кабинете, либо же окружение с вашего компьютера, если мы, конечно, не говорим о каких-то дефектах, именно связанных с аудиофайлами. Это также не очень хорошо. Сам прекрасно знаю примеры, когда начинающие тестировщики не отключают это, и можно, к примеру, по видео воспроизведению данного бага услышать музыку, которую он слышит, либо же разговор в офисном кабинете, либо в open space. Это не очень хорошо характеризует вас со стороны тестировщика, поэтому обязательно обращайте на это внимание. И видео не должны быть очень длинными. Поверьте мне, разработчик не захочет смотреть видео, к примеру, даже в 1 минуту, как вы воспроизводите ваш баг, поэтому вы можете опускать некоторые шаги воспроизведения, если считаете, что они не так важны, а записывать какую-то последнюю часть, небольшую, именно там, где будет наглядно видно, как воспроизводится ваш баг.
Также в эти прикрепленные файлы можно закидывать логи каких-то ваших ошибок, либо же какие-то архивы, если мы говорим о скачивании информации о респонсах и реквестах в веб-приложениях. Об этом мы будем говорить с вами во второй части нашего курса. То есть все это тоже можно туда складывать, чтобы, например, разработчик, открыв прикрепленный файл в виде логов с ошибками, которые воспроизводятся, также мог их прочитать и быстро среагировать на найденную проблему. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать об основных атрибутах баг-репорта. Существуют, конечно, еще дополнительные, все зависит от компании. Думаю, что если вы проведете некоторый инвестигейтмент по поводу того, какие есть еще атрибуты, вы найдете очень много информации в интернете. Это оставляю на ваш откуп, но какие-то основные вещи я вам рассказал. Особенно обратите внимание на блок, связанный с серьезностью, severity, priority, приоритетом, потому что это достаточно часто спрашивают на собеседованиях. И также не забывайте о том, что вам необходимо знать вот это вот все для того, чтобы успешно пройти собеседование и в дальнейшем заводить качественные баг-репорты, которые не будут вызывать вопросы как у PM, так и у разработчиков. Вторая часть нашего урока будет посвящена непосредственной практике работы в такой бактрекинговой системе Jira. Что же такое вообще бактрекинговая система? По сути, это система, которая позволяет нам вести все наши баг-репорты в ней, а также она позволяет вообще работать с нашим проектом. То есть сюда добавляются все user story, какие-то требования, которые мы должны в дальнейшем реализовать. Здесь, как я уже сказал, ведется работа с багами. Как вы видите, у нас здесь есть несколько логических блоков, то есть это бэклог и спринт. И вообще сама эта вкладка называется бэклог. Что же такое бэклог? Когда мы с вами будем говорить о такой гибкой методологии, как Agile и фреймворке Scrum, это будет на одном из последующих уроков уже в других блоках нашего курса, то мы более подробно поговорим, конечно же, о каждой из этих сущностей, ивентов в Scrum. Но для вашего общего понимания, бэклог — это некоторый набор того, что мы должны вообще выполнить в ходе разработки нашего продукта на проекте. Здесь вообще хранится полностью все, то есть начиная от требований от наших бизнес-аналитиков, либо продакт-менеджеров, заканчивая нашими багами, которые мы вводим в систему. Также здесь есть спринт. Спринт — это итерация. Если вы вспомните урок, посвященный итерационной модели разработки, то я говорил вам о том, что итерация — это некоторый промежуток времени, за который мы берем набор функциональностей, которые мы должны реализовать, и все то, что мы реализуем, добавляется в наш инкремент, то есть уже какой-то кусок нашего готового продукта. Вот это спринт, либо же итерация. И в ходе данной итерации мы выполняем какие-то стори, либо же по-другому это требования, которые мы должны сделать. Также сюда в спринт добавляются баги, которые должны пофиксить наши разработчики. Обычно это решают в рамках такой церемонии, как планинг, митинг, когда собирается вся команда и решает, что мы будем реализовывать в данный спринт. Опять же, все это более подробно мы разберем с вами в рамках следующих уроков. Сейчас нас больше интересует оформление баг-репортов в данной системе. Также хочу отметить, что попробовать работу в Jira вы можете самостоятельно и абсолютно бесплатно. Есть специальная версия этого программного обеспечения для того, чтобы пользователи могли обучиться ей. Достаточно зайти на официальный сайт компании Atlassian, которая непосредственно занимается разработкой данного тула как Jira, и там можно нажать на кнопку Try to Free, и тогда вы сможете зарегистрироваться и работать в Jira так же, как и я сейчас. То есть сейчас я тоже создал для себя бесплатный аккаунт. Единственное, там есть ограничения по количеству пользователей, которые могут в ней работать, если я не ошибаюсь, 10 человек, но для каких-то учебных целей это вполне достаточно. Давайте с вами создадим наш первый баг-репорт. Для этого вы видите, здесь есть кнопка Create. Мы нажимаем на нее.
И у нас открывается окно для создания нашего бага. Как я уже говорил, есть такой атрибут, как Project. У меня он уже создан. Это тестовый проект. Я его так и назвал тест. Видите, больше у нас проектов нет. IssueType — это название нашей сущности, которую мы будем использовать. В данном случае это баг. Также здесь есть Story, к примеру. Это наши требования. А Epic — это какой-то набор наших требований, которые объединены между собой, то есть это большая функциональность, которую мы должны доставить нашему пользователю. Story — это уже какое-то более конкретное требование, обычно оно прописывается в формате User Story. О формате User Story мы тоже с вами поговорим чуть позже на последующих уроках. А таски — это непосредственно те задания, которые выполняет тот или иной участник команды, когда планирует свою работу на итерацию. Нас интересует такая сущность, как баг. Summary — это название нашего бага. Давайте пока оставим, так как по названию также у меня есть некоторые замечания, которые вы должны использовать при создании заголовка вашего баг-репорта. В поле Description, как я уже сказал, мы расписываем шаги по воспроизведению, наш фактический результат и ожидаемый результат. Также иногда есть такой блок, как Preconditions, где мы расписываем какие-то предусловия. Например, что для того, чтобы воспроизвести наш дефект, уже в системе был создан юзер с такими-то данными. Для того, чтобы просто не перегружать наши шаги по воспроизведению, и, в принципе, разработчик уже будет знать, что ему необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем воспроизвести наш дефект. Reporter — это, в принципе, автор нашего дефекта, в данном случае это я. Fix Versions пока мы не пишем сюда, дальше я вам расскажу, что это такое. Priority, как я уже сказал, это приоритет нашего выполнения. Policy Severity я что-то здесь не вижу. Как вы видите, это все можно кастомайзить. То есть для ваших нужд, для проекта могут использоваться только некоторые филды из всех возможных. Ну, как вы видите, поле Severity здесь нету, но про Severity мы с вами уже поговорили, поэтому будем пользоваться таким атрибутом, как Priority. Labels, либо же в других системах это может называться Tags. Это такие ярлыки, которые позволяют нам в дальнейшем провести поиск по джире наших багов, то есть как-то их тоже классифицировать между собой и объединять. Environment, как я уже сказал, это окружение. Attachment, сюда мы загружаем какие-то скриншоты, либо же видеофайлы. Linked Issues и сама Issue, сюда мы можем линковать наши требования, к примеру, которые связаны с нашим багом. Assignee — это тот человек, который в дальнейшем будет фиксить наш баг. Обычно assignee на крупных проектах означает Product Manager, но если проект небольшой, это вполне может быть и тестировщик, он может также назначать человека. Epic Link — это линка на наш Epic. И Sprint, сюда мы указываем ту итерацию, в которой необходимо будет пофиксить наш баг. Давайте теперь с вами попробуем завести какой-нибудь баг-репорт. Например, возьмем страницу логина в наше приложение, и, к примеру, там съехала какая-то кнопка. Что касается правильного наименования нашего бага, существует такое правило. Вы должны обязательно ответить на 3 вопроса в заголовке. Где, что и когда. Где — это может быть название вашего модуля, в котором вы обнаружили ваш баг. Что — это непосредственно что происходит, когда вы обнаруживаете ваш баг, то есть то, к чему привел ваш дефект. И когда, при каких условиях это происходит. Например, если мы говорим о странице логина в систему, мы можем так и написать. Login page — это наш модуль, где происходит наш дефект. Что происходит? Например, the button sign in is displaced after clicking on the page. Смотрите, здесь мы с вами учли как раз ответы на эти 3 вопроса. Во-первых, где? Наш модуль — это login page. Что произошло? Кнопка sign in смещается, и при каких условиях после нажатия на страницу. Здесь мы учли все вот эти аспекты при
формирование нашего заголовка. Пожалуйста, запомните это и в дальнейшем используйте. Что касается description, давайте начнем с шагов воспроизведения. Так же, как я уже сказал, здесь будет атрибут result, это наш actual result, и expected result. Это ожидаемый результат. Для того, чтобы наш дефект был понятен разработчику и, в принципе, тем людям, которые в дальнейшем будут работать с ним, лучше всего его форматировать, то есть применять какие-то стили к его оформлению. В Jira это можно сделать двумя способами. Во-первых, вы можете, как и в Word, просто выделить ваш текст и нажать на тот определенный стиль шрифта. Как вы видите, сразу появляются две звездочки, которые, в принципе, и показывают тот факт, что str будет жирным шрифтом. Если мы нажмем с вами на такую кнопку, мы с вами сможем увидеть предварительный просмотр. И действительно, наша str выделена жирным. То есть мы можем сразу звездочками определять, где у нас будет жирный шрифт. Теперь, что касается самих шагов воспроизведения. Здесь мы расписываем все то, что приведет в дальнейшем к воспроизведению нашего дефекта. Давайте напишем следующее. Во-первых, мы здесь пишем, что мы открываем Open the Login Page. Если бы мы работали на реальном проекте, у нас, возможно, уже была линка на нее, мы могли бы ее вставить сюда, для того, чтобы упростить работу, и сразу мы могли перейти на вот эту страницу. Дальше мы пишем Navigate to the Sign In button. И последний шаг мы нажимаем на этой странице. В принципе, такие шаги воспроизведения вполне достаточно для того, чтобы разработчик смог в дальнейшем наш баг воспроизвести. И опять же, для того, чтобы нам отформатировать этот текст, мы можем сделать это двумя способами. Во-первых, выбрать список именно с числами numbered list, либо же поставить решетки перед каждым шагом воспроизведения. Опять же, отделяем это между собой, чтобы было наглядно видно отдельные блоки. И если мы с вами нажмем на предварительный просмотр, мы с вами видим, что да, действительно, эти шаги у нас обозначены цифрами. Actual Result у нас будет таким же, как и заголовок. Вообще рекомендуют придумывать другое наименование для заголовка, но я обычно пользуюсь таким методом, так как это достаточно упрощает работу, и, в принципе, здесь все понятно. Как бы не нужно выдумывать велосипед. И Expected Result — это что мы действительно должны были увидеть после того, как нажимаем на какое-то пустое место на странице. Давайте наш Expected Result будет следующим. The button Sign In is located on the page according to mockups. Если бы у нас были какие-то мокапы уже в какой-то системе, например, в Figma, мы могли просто скопировать ссылку на этот мокап и с помощью гиперссылки вставить ее сюда, и также после нажатия на эту гиперссылку разработчик сразу бы переходил на необходимый ему мокап и мог увидеть, как действительно должна себя была вести система и где должна была находиться кнопка Sign In. Если мы нажмем с вами опять же на предварительный просмотр, мы увидим, как выглядит наш дефект. В принципе, меня вполне устраивает, как он выглядит. И не думаю, что возникнут какие-то вопросы по его воспроизведению. Дефект достаточно простой, поэтому мы здесь не выдумывали какой-то велосипед. Говоря о шагах воспроизведения, старайтесь не выдумывать огромное их количество. Можно между собой их объединять. Рекомендуют использовать от 7 до 10 шагов максимально. Лучше, конечно, чтобы их было даже меньше. Но в то же время старайтесь писать их так, чтобы было понятно, что происходит. И если шаги логично нельзя между собой объединить, лучше их не объединяйте, чтобы потом не возникло недопонимания со стороны разработчика. Либо же того человека, который вообще впервые видит вашу систему. Например, если мы говорим о каких-то начинающих тестировщиках, которые в дальнейшем будут учиться создавать баги на основании того, что вы когда-то сделали в этой системе, либо же вы уволитесь, к примеру, и человек будет в дальнейшем работать с вашими багами, которые были созданы, но не по фикшн на момент того, когда вы ушли из компании. Старайтесь это все делать так, чтобы все люди, которые будут в дальнейшем взаимодействовать с баг-репортом, могли спокойно его прочитать и все это дело воспроизвести.
Так, смотрите, поле Fix Versions обычно заполняется уже после того, когда баг пофиксили. Это делает уже разработчик. Сейчас, как видите, вы не можете выбрать эту версию фикса. По priority, как я уже вам сказал, этот дефект у нас UI-ный, и он не несет какую-то критическую на себе нагрузку, поэтому здесь можно выставить приоритет, наверное, low или даже lowest. Но, как я вам сказал, обычно приоритет выставляет PM на проекте. Severity, к сожалению, здесь нету, но, опять же, Severity здесь также было бы низкое, к примеру, это было бы Trivial. По лейблам здесь вы можете вносить какие-то свои лейблы, либо если они уже есть в системе, они будут вам показываться в дропдауне, выпадающем списке. Опять же, это сделано для того, чтобы упростить работу по поиску ваших дефектов. По окружению здесь вы можете написать версию вашей системы. У меня это Windows 10. Я думаю, что все прекрасно знают, как посмотреть версию вашей системы, зайти в этот компьютер, нажать свойства. И здесь у нас, видите, написано Windows 10, корпоративная LTC. Вот это все мы должны скопировать и вставить в наш баг-репорт, также указать разрядность нашей системы. Я сейчас это делать не буду, но я думаю, вы понимаете, как это должно работать. И говоря о браузере, например, на котором это было обнаружено, у нас это Google Chrome. Тоже в браузере вы просто открываете справку о браузере Google Chrome и копируете версию. Так как у нас нету каких-то окружений Dev, Stage или Prod, то здесь мы тоже ничего из этого не указываем. Говоря о скринах, давайте с вами покажу, как это можно сделать на примере далеком от нашего бага, но вы, в принципе, сможете понять вообще, как это должно работать. Да, есть платные и бесплатные скриншотеры, которые позволяют это все делать, делать скриншот, редактировать его. Наверное, из бесплатных самый распространенный это ShareX, который я использую, и он удобен достаточно в работе. Из платных это Snagit, он достаточно часто используется в IT-компаниях. Здесь мы с вами можем выбрать непосредственно ту область, которая нас интересует. Сейчас делается скрин. И отредактировать изображение. Например, у нас здесь должно было быть написано не attachment, а, к примеру, вложение. То есть я обозначаю, где у нас непосредственно наблюдается дефект красным прямоугольником. Также могу использовать стрелку для того, чтобы также акцентировать внимание. И написать текст с каким-то описанием. К примеру, the attachment should be called вложение. Окей. Вот, в принципе, так хорошо выглядит наш скрин. И когда разработчик только взглянет на него, он поймет, где ошибка. Сохраняем картинку и попросту перетаскиваем ее. Сейчас она подгрузится. Она загрузилась. Почему-то появилась здесь. То есть потом уже можно будет открыть этот touch и посмотреть действительно, как на UI отображается эта кнопка. Дальше по взаимосвязям здесь можно расписывать, к какому типу сущности относится данный баг. То есть относится он к этой сущности, блокирует он ее работу, заблокирована ли данная функциональность другой функциональностью, является ли это клоном какой-то функциональности, возможно, это какой-то дубликат другого бага. То есть все это мы можем здесь указывать. Обычно указывают relates to. Issue у нас сейчас несколько в системе. Давайте возьмем именно Bug Report Creation.
Assignee у нас автоматически будет назначаться, но опять же, как я говорил, обычно это назначает PM на проекте, либо же на небольших проектах это назначает тестировщик. Epic Link, если бы у нас был Epic, мы могли тоже бы привязать. И спринт, на котором необходимо пофиксить данный баг, также мы здесь обозначаем. Также вы можете нажать Create Another, поставить чекбоксик, тогда данный баг у вас создастся, и в дальнейшем у вас откроется окно, которое позволит вам, не заполняя какие-то другие поля, использовать предзаполненные и создавать несколько багов одновременно. Если вы просто нажмете Create, то тогда это окно полностью закроется, и вам необходимо будет заново вводить все данные. В принципе, мы можем с вами сейчас это проверить, если мы нажимаем Create. Наш issue, как вы видите, успешно было создано. Наш баг. У него появился идентификатор, название проекта и номер сущности в нашей системе. И вот здесь у нас сохранились уже некоторые атрибуты, которые мы в дальнейшем можем не заполнять, а использовать уже предзаполненные. Здесь у нас также обновилась информация. В спринт у нас ушел этот баг. Здесь у нас есть таблица по статусам. То есть, что у нас в работе, что у нас в прогрессе, что уже выполнено. Это также позволяет нашему PM, Product Manager следить за эффективностью команды, как она вовремя все исполняет. И мы с вами можем непосредственно открыть наш баг, его проредактировать в случае, если у нас какие-то были проведены изменения. Внизу у нас отражаются все изменения, которые мы проводим в нашем баге. То есть, видите, наш баг был проапдейчен, он был создан. То есть, все, что мы будем здесь изменять, также будет отражаться в history. Также могут быть какие-то комментарии, написанные вами, либо другими участниками команды по данному багу. То есть, все это здесь можно делать и кастомизить по-своему. Также вы можете проводить поиск, обычный поиск, либо же продвинутый поиск. Мы не будем с вами сейчас более подробно останавливаться над этим. Возможно, у нас будет какой-то дополнительный урок, связанный с продвинутым поиском в Jira. Но, как я вижу, данный урок уже очень сильно затянулся, поэтому давайте перейдем к последней заключительной части данного урока. Последняя часть нашего урока будет посвящена жизненному циклу дефекта. Давайте представим, что вы нашли какой-то баг. Он появился в жизни вашей, в жизни вашего проекта, и, как у любой жизненной формы, у него есть жизненный цикл. Поэтому давайте более подробно поговорим о нем. Когда мы с вами говорили об атрибутах баг-репорта, мы говорили о его статусе. Вот именно про эти статусы и идет разговор в блоку, посвященному жизненному циклу. Смотрите, как только наш баг-репорт создается в системе, его статус new. То есть он новый, тестировщик нашел баг, дефект успешно был занесен в бактрекинговую систему. В некоторых бактрекинговых системах вот этот вот статус может называться proposed. После этого наш дефект переходит в статус opened, либо же его еще могут назвать assigned, либо же active. Когда наш дефект уже был направлен в работу девелоперу, нашим продукт-менеджером, либо же вами, если мы говорим о небольшом каком-то проекте, небольшой команде, небольшой компании. И в зависимости от решения нашего продукт-менеджера, наш баг может быть также отложен. То есть исправление данного бага не несет какой-то ценности на данном этапе разработки, или по каким-то другим причинам его исправление будет проведено в дальнейшем, может быть, в других итерациях, в других спринтах. Опять же, это решает наш продукт-менеджер. Если же все-таки наш дефект был взят в работу, он назначен в статусе assigned, то когда development team фиксит данный баг, он переходит в статус resolved и назначается обратно на тестировщика. Но в то же время данный баг может быть отклонен. То есть, опять же, он может быть в статусе resolved, и могут быть следующие так называемые решения, резолюции по данному багу.
То есть, как я уже сказал, он может быть пофикшен. Если же данный баг уже существует в системе, мы почему-то пропустили этот факт и завели его, может быть назначен такой статус, как не статус, а резолюция такая, как duplicate, либо won't fix, то есть данный баг не будет вообще фикситься. Возможно, данный баг был заведен по ошибке. Также может быть такое, как works for me, то есть работает для данного девелопера. Также данный атрибут может называться FAT, либо Function as Designed, если действительно все работает согласно нашей спецификации и нашим требованиям. Возможно, также тут не написано, так как эту картинку я брал в интернете, может быть написано incomplete, либо to be reformulated, то есть когда данный баг не очень понятен нашему девелоперу, он просит, чтобы тестировщик его переписал так, чтобы в дальнейшем наш девелопер понял вообще, что это такое, с чем его едят. Возможен даже такой атрибут, как fixed indirectly, то есть когда наш баг пофикшен каким-то уже багфиксом другого нашего бага, и действительно эта функциональность заработала. Также может быть такой атрибут. Если все-таки у нас все зарезолвено как fixed, то есть действительно его пофиксили, то тогда данный баг попадает к нашему тестировщику. Тестировщик действительно верифицирует тот факт, что баг был пофикшен, и он переходит в статус verified. После этого, если действительно наш баг окончательно пофикшен, например, он не воспроизводится как на деве, так и на стейдже, так и на проде, то мы его закрываем, и он становится в статусе closed. Если же в дальнейшем мы понимаем, что наш баг опять воспроизводится, мы можем его переоткрыть как на этапе verified, так и на этапе closed, и тогда он попадает в статус reopen, и опять же в статусе reopen он попадает, возможно, к product manager, который решает, какой разработчик должен это сделать, либо же непосредственно к самому разработчику, который работал над этим фактом. То есть это работает именно так. И опять же, статус reopen у нас появляется в том случае, если по результату верификации тестировщиком этот баг не был пофикшен разработчиком, тогда тоже статус reopen. И цикл повторяется. Опять после reopen статус resolved, если действительно все пофикшено, либо же появились какие-то другие причины, которые позволяют нам закрыть этот баг. После статуса resolved опять он переходит к нашему тестировщику. И так может повторяться очень много раз, пока действительно баг не будет пофикшен и все стороны будут удовлетворены. Более подробно вы можете изучить данную схему, если нажмете сейчас на паузу, и в принципе ее будет достаточно для того, чтобы вам хорошо разобраться в жизненном цикле дефекта. Как вы видите, данный урок получился достаточно объемным, но он очень важен для вашей дальнейшей работы, так как баг-репорты вы будете создавать, мне кажется, чаще всего на ваших проектах, и именно разобраться в них просто must-have для всех начинающих тестировщиков, да и вообще для всех тестировщиков, так как это основная сущность, с которой работают все. Начиная от вас, тестировщиков, заканчивая теми же самыми девелоперами, бизнес-аналитиками, либо же продукт-менеджерами. То есть все эти участники проекта могут подключаться к баг-репорту, возможно, даже заводить их, поэтому это очень полезный навык, когда вы умеете писать качественные баг-репорты, знаете, что такое жизненный цикл дефекта и применяете все эти знания в своей практике. На этом у меня все. Я, как всегда, надеюсь, что данный урок был вам полезен. На следующем занятии мы начнем новый блок нашего курса, который будет посвящен тестированию веб-ориентированных приложений, поэтому оставайтесь на этом канале. Как всегда, я жду от вас ваших комментариев, возможно, вопросов, так как я думаю, что данная тема достаточно сложна в переваривании и действительно необходимо потратить немало времени, чтобы разобраться как в баг-трекинге, так и в корректном создании баг-репортов. Поэтому будем на связи. А я в свою очередь прощаюсь с вами. Пока, милости прошу к нашему шалашу.